кукуруза, это мессыр по-турецки. Наверное, здесь заготавливают, потому что машины стоят и большие такие склады есть. Да, здесь заготавливают кукурузу. Конечно же, строят много. Мераба, колай гельсин. Все строят, ну а мы поднимаемся все кверху и кверху. Ну, машины, конечно, летят со всех сторон. Я даже удивилась, что вот деревня, а движение, конечно, очень сильное. Я еду в гору, уже тяжеловато крутить, но мне помогает электромоторчик, и это очень классно. В Турции все люди очень приветливые. Особенно в деревнях у них принято предложить чай там или, я не знаю, что-то покушать, может, даже если человек нуждается. Редко где так встречается. Еду по дороге все выше и смотрю табличка «Рыбный ресторан». Поэтому, кому интересно будет, я локацию оставлю, если доеду туда. Посмотрим, что там за ресторан. Я еду потихоньку. Сзади проносятся машины возле меня с высокой скоростью. Обратно будет легко ехать с горки. Сейчас все время еду на гору. Тяжеловато, конечно. Я смотрю, с этой стороны вот оливки посажены. Вот так живут люди в горах. Имеют свои хозяйства. Кто-то склады, я смотрю, какие-то. Может, это частные. Кто-то просто живет. И свои поля. Так, что-то впереди. Посмотрим. Это, скорее всего, дорогу новую строят до Анталии. Да, это новая дорога до Анталии. Рабочие отдыхают. Небольшой перерыв у них. Вот туда идет параллельная дорога трассе. Сейчас я спрошу, kуда идет трасса? Antalya var. Evet. Kız Kalesi? Kız Kalesi önce, ondan sonra Antalya. Tamam. Çok güzel. Evet, çok güzel. Очень хорошо. Что будет еще параллельная дорога до Анталии. Быстрее будет ехать. Это автобан. Автобан. Evet. Угу. Да, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Посмотрите, сколько техники работает. Очень много. А вот там, я приехала оттуда, это Теджа. Огромный карьер. Будет классный автобан. Здесь еще делают мост. Все, как говорится, в перспективе. Это очень хорошо. Ну, а я еду по такой брусчатке. Дорога, конечно, неудобная. И снимать тяжело, но ничего. Потихонечку, я думаю, мы доедем. Сегодня солнышка нет, ехать очень хорошо. Вот даже двигатель работает, видите, генератор. Куда-то дает электричество для работы. Еще дома здесь, люди живут, кто-то строится, а кто-то, может, и будет продавать свое жилье. Вот так, друзья, запечатлим момент, как строится автобан от Анталии до Мерсина. Горы сегодня в тумане, их почти не видно. Мне пришлось объехать, так как бывшую дорогу, которая была на карте, ее перерыли и будут делать мост. Трактор сверху долбит грунт, поднимается, вот осколки большие камней сбрасывает, потом заезжает на него и начинает дальше долбить. Да, дорога здесь, конечно, трясучка. Асфальта нет. Это все грунт насыпной. Большие ямы, потому что ездят грузовики огромные. Поэтому такая дорога. Вот эта дорога, она раньше соединялась вот сюда.
Но ее сейчас перерыли и сделали карьер, поэтому я объехала. Вот так мы едем. Нам ехать вперед. В горах намного прохладнее, чем возле моря. Воздух другой, уже ощущается хорошо. Очень прохладно. Здесь много высоковольтных столбов. Такие потрескивают, причем едешь, и звук такой трещит. А впереди, смотрю, мечеть. Сейчас доедем, посмотрим. Немножко вам деревни покажу, как живут люди. Простые, обыкновенные люди, добрые. Никакого, как говорится, пафоса. Все нормальные. Есть разрушенные дома, конечно. Наверное, был старый дом. И вот еще такой домик старенький. Рядом строят новый дом и живут. Домики разные есть. У кого-то большой, у кого-то маленький. По самой деревне я еду, дорога хорошая. Если есть ямы, их заделывают, асфальт ровный. Но там, где строят дорогу, конечно, ехать было очень тяжело. Ой, какие горы впереди, но все в тумане. Здесь также рыбный ресторан, написана реклама. И также утренний завтрак. Раньше я слышала, как бы в чатах писали, что сюда часто ездят на завтрак турецкий. Поэтому посмотрим, есть эти кафе там или нет. И как-нибудь с вами прокатимся на завтрак. В деревне есть магазины, маркет, Филибоя. Это строительный какой-то, наверное, маркет. Не продуктов. Все-таки какой воздух в горах хороший. Еду свежо просто. Вот понимаете, как весной или осенью погода, выходишь из дома, легко дышится. Очень хорошо. Впереди еще какая-то реклама. Надо будет прочитать, чтобы мне не ошибиться, в какую сторону ресторан. Так, мне налево. Смотрим со всех сторон. Потому что в Турции головой надо вертеть во все стороны. Здесь дорогу никогда не уступают ни пешеходам. А уж если на каком автомобиле, не на автомобиле, а на велосипеде или еще что, так и подавно не уступят. Сигналят всегда. Надо быть очень внимательным. Очень живописно. Много цветов. Да, табличка показывает, что мне вперед ехать. Посмотрите, какой трактор. Наверное, 40-х годов. Такой интересный. Старый-старый. Подъехала я к одному еще месту. Смотрю, здесь продается. Или сдается киралик, это аренда. Сателык, это продажа. Но на калитке висит большой замок. Все закрыто. Сейчас подойду поближе. Посмотрю, что здесь было. Видите, такие навесики. Туда ставили столики, наверное, или какие-то подушечки ложили и все. Приносили завтрак кушать. Мостик. Я думаю, что там водичка была такая. Искусственный водоемчик. Люди отдыхали и завтракали. Но сейчас все закрыто. А вообще место классное. Все, видите, в деревьях, тень. Очень хорошо. Ладно, поедем дальше. Может, найдем рабочий ресторан. Остановилась, друзья, показать вам, как растет инжир. Посмотрите, какие плоды. Много его. И листья пахнут так приятно. Смотрите, сколько.
Поедем вперед. Проехала немного вперед, смотрю магазин. Посмотрим. Это сетевой магазин «Шок». Да, «Шок» он. Видите, арбузы везде продают. Огроменные просто арбузы. Ну, в магазин заходить не будем, потому что во всех сетевых магазинах цены одинаковые. Немного еще проехала. Очень оживленная. Машины, конечно, едут везде. Здесь что-то такое, хлеб, пекарня, наверное. А, да, ну сладости, торты, все такое. От арбузов никуда не деться. Видите, полные машины. Все продают арбузы. В этом году огромный урожай. Арбузы обалденно вкусные, сладкие, такие сочные. И причем размеры арбузов 15 килограмм. По 10 это маленькие считаются, очень огромные. Урожай хороший. И стоит очень дешево. В сетевых магазинах по 5,99 лир, ну 6 лир, грубо говоря, 6-7 лир. На рынке по 10 есть. Ну, к вечеру уступают, конечно, но арбузов очень много. Ой, как хорошо все-таки дышится. Еду впереди, смотрю, ну, заправка, бензин, 55 лир 32 куруша. И еще какой-то другой, 52,75. Заправочка такая небольшая. Дальше много теплиц в сторону гор. Ехала по дороге. Вот, слышите, петухи поют, люди работают. Вот так простые люди живут в деревне. Работают, убирают все. Merhaba, kolay gelsin. Да, iyi günler. Çok güzel, çok güzel. Ну, çok güzel. Очень красиво все, hepsi. Çiçek, çiçek. О, çiçek. Hepsi çiçek. Очень красиво, да, цветы какие. Бу алоэ. Алоэ это çok güzel, лечебный алоэ. Алоэ. Мгм. Разные есть. И гвоздички, и хризантемы. Посмотрите. В Турции очень сложно вырастить цветы. Здесь очень жарко, и сколько их вот прям все стоят в горшках на таком заборчике. Очень красиво. А это орех. Мужчина сидит, отдыхает. Ну, мераба. Бу, орех. Орех. Да, ceviz, ceviz. Büyük ceviz. Такие, çok güzel, такие. Мгм. Вот. Живут цветы возле дома. Есть кондиционеры. Все чисто, убрано. Очень приятно посмотреть. Да. Да, женщина такая трудолюбивая, да, она ухаживает за цветами. Сейчас я покажу, какие цветы есть. Друзья, посмотрите, какие розы. Очень красивые. Необычные. Вырастить в Турции цветы. И это, конечно, тяжело. Здесь все цветет, но очень жарко, обгорает быстро.
Какие цветы красивые. Есть в горшках. Ну а перец в Турции садят, острый перчик везде. Смотрите, какие бархатцы. С таким трудом все выращено. Розочки такие яркие. Все стараются поставить, вот видите, цветочки к себе на заборчик. Но здесь очень жарко. В Турции, конечно, цветы вырастить — это огромный труд. Вот смотрите, сколько авокадо осыпалось уже. Которые маленькие, они более слабые. Авокадо осыпаются, а покрепче уже держатся. Вырастут, потом большие будут. На рынке продавать их будут. Вот еще одна мечеть. В деревне большая мечеть. Мечеть красивая, конечно, в деревне, смотрите. Большая, минарет большой, высокий. Здесь дорога стала более узкой, нужно быть очень аккуратной. На скорости могут вылететь с любого места. Нар. Да, нар. Да, evet. Не могла проехать и не показать, какая красота. Да, evet. Сниму поближе. Какое. Посмотрите, друзья. Какие гранаты уже большие. Но, смотрите, какая прелесть. Вот такие гранаты уже. Скоро поспеют. Бабушка пошла по своим делам потихонечку. Вот такая деревня. Здесь дома погуще. Наверное, это ближе к центру считается деревня. Вот дома подальше все расположены. Так, едем дальше, смотрим, куда я доеду. Как-то прям прохладно даже стало. Наверное, здесь где-то река есть. Сейчас проеду вперед, посмотрим, друзья, есть ли там что. Еще по дороге есть такой ресторанчик Самира. Если кто захочет покушать рыбку, пожалуйста, здесь можно кофе выпить и рыбку поесть. Очень вкусно. Друзья, я уже заехала очень далеко, но ресторанов так и не нашла, пока нету. Может, он закрылся, поэтому непонятно. И речка я доехала, но там камыш огромный, к ней не подойти, невозможно снять. Камыш высокий, где-то метра по 3, и крутой спуск. На велосипеде туда не подъехать, а пешком, конечно, я не рискнула пробираться сквозь такие заросли. Буду ехать обратно и поверну еще немножко левее, на другую сторону, посмотрю, что там есть. Друзья, попью немного воды. В Турции нельзя никуда выезжать, нельзя с собой бутылочку водички. Очень жарко, пить хочется. Ну, сейчас попью, поедем дальше. Тихо, тихо. Ну, кто-то еще там в доме отдыхает. Все, попили, поехали дальше. Хочу показать вам еще, друзья. Смотрите, как стоит дом, и рядом течет ручей. Здесь, конечно, немножко грязно, но вот такой канал идет далеко-далеко. Он проходит, вот смотрите. Вот он идет, видите? И идет туда далеко-далеко, рядом с домом. Я свернула сюда вниз. Смотрю, здесь такая дорога крутая. И впереди такое ощущение, что там мостик. Здесь где-то должна быть речка. Сейчас попробую проехать туда.
Ну, очень круто. Спустилась я вниз. Да, здесь есть речка. Она совсем запущенная, конечно. Очень мелкая такая. Пересыхает, наверное. Видите? Все зарастает, много мусора. И с этой речки я покажу вам. Вот смотрите вниз. Видите, насосы такие стоят. Они выкачивают для полива. Сады нужно обязательно поливать. Помимо того, что везде есть арыки, такие каменные сделаны, и вода с гор туда стекает. Также берут еще с речек. Слышу, музыка играет. Сейчас попробую повернуть. Друзья, вот, наверное, этот и есть ресторан у воды. Посмотрим. Здесь телефон. Делайте скрин. Еду, смотрю. Дорожка здесь такая. Щебенка мелкая. Музыка играет. Посмотрим, что здесь есть. Или есть что, или нет. Ну, что я могу вам сказать, да? Здесь ресторан есть для завтраков. Здесь музыка играет. Все зеленое, посмотрите, как деревья все сплели. Здесь гуси, утки. Все такое домашнее. Сейчас посмотрим. Сейчас мне сказали, что можно пройти там, снять, все посмотреть. Эти милые люди. Это все, сейчас посмотрим. Praydu. Evet, tуда praydu. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Здесь все свежо, деревьев сколько. Музыка, конечно, играет, это плохо, чтобы мне не забанили YouTube. Посмотрите, такие беседки. Здесь вода, такие арыки сделаны. Водичка чистая, холодная, течет. Раньше были здесь завтраки турецкие, сейчас нет. Сейчас приезжают все на пикник. Пикник можно каждый день делать, поэтому они работают 7 дней в неделю, каждый день. Навесы есть разные, есть более большие, такие накрытия импровизированные. Смотрите, столики, все чисто убрано. Сейчас я спущусь, дорожка такая не очень. Merhaba. Afiyet olsun. Здесь люди пришли покушать. Вот так столы есть. Смотрите, с таким видом на речку. Речка маленькая, но она такая чистая. Водичка также течет, везде все прорыто. Такие канавки. Вот они. Видите? Есть террасы для большой компании. Также мангал. Все чисто, чисто убрано. Все аккуратненько. Вот такой столик. Мягкие подушки. Можно присесть. Хорошо провести время. Смотрите, какой стол большой, он из 3 состоит. И речечка такая. Ой,
Ой, смотрите, как классно. Приятно находиться. Все чистенько, вокруг камыши такие высокие-высокие. И все закрывают. Солнца здесь нету, свежий воздух и вода. Я спросила у владельцев, они сказали, да, раньше был здесь ресторан, и все приезжали утром на завтрак, турецкий завтрак. Сейчас они сдают в аренду вот эти навесы все, ну, в общем, свою территорию для пикников. Аренда одного навеса, ну, вместе с подушками, со всеми там, как говорится, делами, на сегодняшний день стоит 1200 лир. Телефон я фотографировала, поэтому посмотрите в видео, там есть, делайте скриншот. Ну, место, конечно, очень шикарное. С собой нужно привозить еду, конечно, напитки, а мангалы и, как говорится, где разместиться, это все владельцы предоставляют. Так что отличное место. На сегодня наше путешествие с вами, друзья, подошло к концу. Я возвращаюсь домой. Кому понравилось мое видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь с друзьями. И обязательно, конечно, нажимайте на колокольчик. Так вы не пропустите мой следующий выпуск. А я люблю путешествовать. Конечно же, брать вас с собой, показывать все интересное, ведь вместе с вами нам путешествовать интересней. И, конечно же, пишите обязательно комментарии, что вам понравилось, что не понравилось и что вы хотели бы увидеть в следующих видео. Всем пока-пока, друзья! До следующей встречи!